Против телезрителей сегодня играют продюсер Сергей Кашников, дипломат Сергей Ковалевский, бизнес-тренер Павел Ершов, математик Виталий Погорелов. Четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Дмитрий Авдеенко и капитан команды, обладательница «Хрустальной совы» Алена Повышева. Против команды Алены Повышевой сегодня играют Маргарита Егрушкина, Самара, Анна Филимонова, Санкт-Петербург, Дарья Алтухова, Брянск, Сергей Якунин, Пушкин, сектор Блиц, Мария Зверева, Сестрорецк, Ирина Бакка, Кокшетау, Роман Калугин, Тюмень, сектор Супер Блиц, Дарья Дашкова, Волгоград, Вячеслав Савицкий, Челябинск, Светлана Пугачева, Иваново, 13-й сектор. Летние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Алена, добрый вечер. Добрый вечер, господин. И вы, и уж тем более Дмитрий Авдеенко в клубе давно. Но эта ваша команда проводит лишь 3-й сезон. Команда Элькиса опытнее. Алена, так все-таки у вас опытная команда или нет? Ну, получается, молодая, но подающая надежды. И опытная. С другой стороны, ваша команда в этом составе дважды играла в финалах серии, и именно с ней вы стали, наконец, обладательницей «Хрустальной совы». Получается, команда неопытная, но с потенциалом. Правильно я понимаю? Ну, получается, у нее есть приятный опыт у этой команды. Давайте попробуем его продолжить. Самара. Против вас играет юрист Маргарита Егрушкина из Самары. Господин Авдеенко, современный пакистанский писатель Таха Кехар утверждает, что если он хороший, то должен быть похож на горничную, а не на хозяина дома. Внимание, вопрос. О ком так сказал писатель? Горничная. Пес? А почему на горничную? Незаметный, не Давайте Пакистанский. поймем почему. Подождите. Слушайте, давайте поймем, почему он должен быть похож на Гарсон. горничную. Что горничная с ним больше времени проводит. эффективный ребенок. Кто у нас, да? Кто еще в доме? Если он хороший, Никто? и это живое, О ком? кто? Да, животное, очевидно, да? Ну, это вряд ли человек. Сосед может быть. А кто? Почему сосед похож на горничную? Современный наш садовник. Давайте поймем принцип. Что его делает хорошим, похожим на горничную, а не на хозяина? То есть Какие они он были? больше проводит времени с горничной, то есть дома. Убирает, чем мусорит. результаты Такое. труда. Убирает, Есть результаты нежели труда, но не мусорит. видно, Кот что пес, делает. давайте. В этом смысле, Убирает, что он нежели больше мусорит. убирает, чем мусорит, Да, вот хорошо. тогда как будто бы ребенок неплохо. тогда ребенок, Ну, типа воспитанный ребенок Да, убирает да, во больше, всяком случае, чем... это Что он не ходит такой, я хозяин, а он как прислуга. Да, Но современный. современный нам... И кто из современных? Современный пакистанский писатель, равно да. Так, минута закончилась. Кто отвечает? Сергей Кашников. Сергей, прошу вас. Давайте предположим, что так он сказал про ребенка. Про ребенка. А теперь, внимание, правильный ответ. А в зале есть какие-то версии интересные? Есть. Какая у вас, Олесь? Переводчик. Переводчик. Ну, хотя бы в сторону профессии вы продвинулись. Госпожа Повышева, а кто по профессии-то был он? Писатель. А с кем писатель имеет постоянно дело? С издателем, с редактором. Наверное, с редактором. С редактором. Да. Пакистанский писатель говорил, что редактор должен наводить порядок, а не перехватывать контроль над повествованием. Писатель говорил о редакторе. Мне кажется, вы не зацепились. Писатель вообще, господин Ершов, совсем писатели с редактором не обсуждали. Не обсуждали. Не обсуждали. 1-0 в пользу телезрителей.
100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Маргарита Егрушкина из Самары. Поздравляем вас! Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Андрей, а что прикажете мне делать с командой Виктора Сиднева? После просмотра прошлой игры экспертная комиссия вновь выявила подсказку. Борис Левин предложил помощь Денису Элькису, помощь клуба, до окончания минуты, что согласно пункту 1.5.3 наших правил приравнивается к подсказке. Предлагать помощь можно только по окончании минуты. Андрей, ну скажите, что мне делать? А у меня чисто технический вопрос. А ошибка, которая была вскрыта после завершения программы, она имеет право на существование? Конечно, ну, видео просмотр и... Такие прямо футбольные правила. Да, конечно. Постфактум. Было же нарушение. Но, к сожалению, или к счастью, я этой ошибки не зафиксировал, поэтому... Но вам и не надо, это вы же их защищаете. Господин Сиднев, что делать с вашими игроками? Вас не было в прошлый раз, они без вас вообще распустились. По традиции простить и взять на поруки. Да, мы Левина тоже возьмем на поруки. Ну хорошо. Мы всех подсказчиков будем брать на поруки. Вы шутите, господин Друзь, осенняя серия не за горами. А интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, смотрите, за одну подсказку возможное наказание игра со скамейкой штрафников, а за 2 штраф в правилах даже не предусмотрен. Что делать с такими нарушителями? Что бы вы сделали? Ну, не знаю. Во-первых, я хотел бы отметить, что я люблю не только видеовопросы, но и видеопросмотры после игры. Вот. Так. Знаете, я в затруднительном положении. И мне Ну кажется, что-то решение... надо такое жесткое. Ну, решение вам принимать, но, может быть, давайте скажем так. Попросим команду Виктора Сиднева. Больше так не делать. Нет. Выучить правила игры наизусть и отчитаться. Господин Сиднев, к осенней серии учите правила. Второй раунд. Господин Ковалевский, Сергей, вот я о чем подумал. Ну, вот если не можешь разрешить какую-то сложную ситуацию, надо обращаться к дипломату. Вот вы, как дипломат, что вы посоветуете делать с командой Сиднева? Штрафы все растут, а взять их вроде как нечего. Что с ними делать, на ваш взгляд? Ждать, пока будет что взять. На что бы вы взяли? Ну, я бы, конечно, взял помощь. Вы предлагаете оставить их без помощи клуба, да? Блиц, да, Сергей? Нет, Сергей. помощь специально, ну, отдельно помощь для играющей команды в данный момент за столом. Дополнительно. Да. Дополнительно. Я ничего не понял, ну хорошо. 20 секунд обсуждения на 3 вопроса, на каждый 20 секунд, и чтобы заработать, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Аделина Векшина из Москвы попросила показать вам необычное объявление, которое недавно она увидела на улицах Москвы. Аделина интересуется, что мы от вас скрыли. Роботы. Восклицательный знак. Роботы смешно. Смотрите, недавно какая-то свежая штучка. Курьером, Люди, и курьером, кстати, курьером хорошо. Мне курьеры нравятся. Что мы от вас скрыли? Что? Что это? Восклицательный знак. Тогда робот лучше. Да, робот. Потому что она так И недавно в Москве. Восклицательный знак. Да, недавно Москва. Кто придумал? Прошу. Кто отвечает? Ответит Павел Ершов. Павел Ершов. Прошу, Павел. Пусть будут робот. Будет. А теперь, внимание, правильный ответ. Это вы предложили, да? Да. Ваша версия была? Да. Можно посмотреть на повторе. Подобные объявления появились на улицах недавно. Уступайте дорогу пожилым людям, детям и посмотрите на экран. Роботам. Не расслабляемся. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй.
Аида Мадраимова из Алматы попросила показать вам фотографию, сделанную в Париже в начале прошлого века, а ее нижнюю часть скрыть. Аида интересуется, чем заняты эти мужчины. Стираем. Ночью что-то они там собирают. Похоже на стиралку. Смотрите, вот этот вот усач. Корзина. Мужчины, у них какие-то корзины с собой. Трюфели могут собирать они так, нет? Это помещение. Кидают что-то, боулинг играют. Собирают грибы? А, боулинг неплохо. Нет, там смотрите. А это не похоже на развлечение вообще. Шампиньоны. Итак, кто отвечает? Еще стиральная машина. Отвечает кто? Виталий Погорелов ответит. Виталий, прошу вас. Смотрите на картинку и говорите. Мы считаем, что они собирают грибы. Шампиньоны. Шампиньоны. Ну. А теперь, внимание, правильный ответ. Виталий, вам же говорили трюфели? Трюфели. Да, была такая версия. Это кто сказал? Да все нормально, все нормально. Это кто? Все. Кто такой? Ну кто? Я сказал. Кто я? Сергей Ковалевский. Дипломат наш сам. Сергей Ковалевский. По-французски шампиньон это гриб, трюфель это как бы гриб. Мужчины собирают, Виталий, посмотрите на экран. Шампиньон. Абсолютно правильный ответ. Блиц продолжается. Решающий третий вопрос. Все, не расслабляемся, давайте слушаем внимательно. Денис Мухамедов из Всеволожска побывал в одном турецком поселке и на набережной обнаружил вот такие конструкции. Денис интересуется, с какой целью эти столбы один раз в день опускают и с какой целью один раз в день поднимают. Либо выровнять, либо почистить песок. Может быть, лебедку они ставят обратно. Пляж почистили. Как будто, Один бы там раз в день. как будто там электричество. Зарядить какой-то лодки, зарядить А электричество. солнечная батарея подняла. Что-то большое провести, корабль какой-то. Смотрите, там какая-то Прилив, отлив, хорошо, дырка вот эта, зачем-то. Слышите? Вот они лебедку натягивают, которая туда-сюда гоняет. А, слушайте, а играть Итак, кто это отвечает? Один столб. Кто отвечает? Давайте попробует придумать что-нибудь Павел Ершов. Павел, прошу вас, смотрите на картинку и отвечайте. Но мы видим, что там сверху столба еще что-то можно закрепить. Так, Ну, я бы предпочел на пляже поиграть в волейбол. Раз в день натянули, ночью на ночь сложили. Это для сетки. но вы там нашли провода, что это что-то электрическое, да? Фонарь. Так, а в зале есть версии? Нет. Внимание, правильный ответ. Эти конструкции фонарные столбы. Вечером их поднимают, чтобы освещать набережную. А вы обратили внимание, вокруг горы. Видите, горы. А утром их опускают, чтобы они не мешали. Посмотрите. Парапланеристам. Этот курортный поселок – популярное место для полетов на параплане. 2-0. 2-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей получит Денис Мухамедов из Всеволожска. Третий раунд. Все в порядке. 0-2, мой любимый счет. Супер вообще, мне все очень нравится. Вы молодцы. Только Господин Погорелов, придумали. ваша команда не играла целый год, и тут сразу игра на вылет. То есть проигрывать вам нельзя. Скажите, такой перерыв лично вас не расслаблял? Расслаблял. Расслаблял. 11,5 месяцев расслаблял. Вот. И вот 2 недели сейчас мобилизуют. Да, вы почти год не тренировались. Решили проскочить так? 13-й сектор. Мы все-таки тренируемся. Интернет против знатоков. Так, поступил 131 601 вопрос, и сейчас компьютер выберет один из них. Александр Ленев из Красноярска, дизайнер. Внимание, вопрос.
Для чего в 60-х были сняты на пленку в разных ракурсах символы Санкт-Петербурга? Ленин на броневике, Медный всадник, Петропавловский собор и другие. Космос послать. Черно-белое. Если что, в 60-х, если Медный что. всадник на Ленфильме, для логотипа. Послушайте, разные ракурсы, то есть они должны быть объемные. Объемные. Для голограммы, да. А голограммы были тогда? 3D, скульптура. В 60-е появлялись голограммы. Или вот эти сувениры. Типа открытки эти По-моему, первые лентикулярные. голограммы там как раз и были. 3D, Ну, то есть для голографических картин. Для 3D изображения. Давайте про космос еще подумаем. 60-й Ленинград. Хорошо, давай. Космос отправить вместе Да, с если пластинкой. куда-то послать потом. Какие-то макеты. Ну, 3D даже. Слышите, макеты какие-нибудь, что-нибудь. Для кино, в кино что-нибудь. Какая-то, может быть, была. Слушайте, а вот это вот да, Лена... Ну, в Ленфильме логотип, но он один. Он раньше, Там Медный всадник. Он раньше. Понятно. А может быть, чтобы кино вот снимать как бы комбинированные съемки, уменьшенные делать? Ну зачем снимать-то? Можно сразу. Ну, я не знаю, я не понимаю. Для эффектов кино? Итак, Нет. кто будет отвечать? Ответит Дмитрий Авдеенко. Мы думаем, что в разных ракурсах на пленку снимали для того, чтобы потом получить 3D-изображение, например, голограмму. Голограмму. А судя по тому, что помощь не предлагали, господин Друзь, вы согласны с этой версией, да? Мы не слышали, господин ведущий. Но думаю, что вряд ли в 60-е годы голограммы. А что было? Ну, что-то вроде калейдоскоп такой. Ну, не калейдоскоп, а стилоскоп. 3D-изображение. Ну ладно, ну вы уже пошли обсуждать. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. А, кстати, у вас была эта версия. Эмблемы киностудии Мне казалось, «Ленфильм». что она была сильно раньше. Павел Ершов, по-моему, предлагал эту версию, да? Да? А счет 3-0. Обидно. Все хорошо. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Александр Ленюк из Красноярска. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию BetBoom в клубе «Что, где, когда» представляет главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Вы увидели игру почти всех команд. И вот если бы я попросил вас стать тренером сборной клуба «Что, где, когда», кого бы вы в нее пригласили? Тяжелый выбор. Ну, понятно, что в сборной должны быть сильные игроки, но еще и игроки, которые находятся на данный момент в лучшей форме. Поэтому однозначно, хотя он и нарушитель, Бориса Левина. Так. И главного претендента пока что на приз от компании BetBoom Никиту Старуна. Никиту Старуна. Ну, все, просиял. Ну и я уверен, что я сегодня еще кого-то подберу точно. Посмотрим. 4-й раунд. Спасибо, Валерий. Господин Кашников, а вы с кандидатурами согласны или есть чем поспорить? Полностью согласен, господин ведущий. Согласны? Да, почему нет? А вы сами претендуете Ну, в сборную? поскольку я в сезоне, значит, претендую. Ну, да, вот так. Все претендуют. Я в этом смысле. Все говорят, что вы удивительным образом заряжаете команду в сборной. Мне кажется, это тоже необходимо, Сергей. Да, согласен. А вот на первой игре сезона я представил Олеся Мухина лучшим знатоком среди весельчаков и лучшим весельчаком среди знатоков. Сергей, вам не кажется, что это скорее про вас? Да нет, я много имел опыта общения с Олесем. Я согласен, что ему это тоже очень сильно подходит. Спасибо, Сергей. Санкт-Петербург. И против вас играет бухгалтер Анна Филимонова из Санкт-Петербурга. Госпожа Повышева, скажите, вы ос боитесь? Остерегаюсь. Тогда будьте поаккуратней. Внимание, осиное гнездо на черном ящике. Алена, согласно старинному финскому рецепту, пустые осиные гнезда хозяйки раньше использовали при изготовлении того, что сейчас находится в черном ящике.
Внимание, вопрос. Что там? Так, смотрите, оно, потрогайте, передайте, оно как бумажное. Бумажное, слоистое. То есть, Что там? Молоко, масло. это, скорее всего, не еда, это правда. Хозяйки, что хозяйкам нужно? Для мытья посуды что-нибудь? Мочалка. Мочалка. Она не выдержит зрения. Она садится. Да, старинный рецепт. Смотрите, Пустое, оно многослойное, вот такое. залить, а потом снять. Это похоже на капусту. Если вы сломаете, вы вообще не ответите на вопрос. Ага, хорошо. Всё, форма. Значит, нам нужна форма, Как что она колобок мягкая, какой-то, да, что-то. что-то. Хлеб. Похоже Прически, на но хлеб, не может. на хлеб. Для ребенка по размеру. Для ребенка, голова да, ребенка. что ребенку? Что, Что, шапочка? детские Кукла, может быть, куклу И какую-нибудь. что? Нет, Рецепт, скорее- ребята. Да, рецепт. Точно рецепт там был? Так а Старинный финский зачем? рецепт. Гнездо-то зачем? Творог, молоко, Просто там размер? соты есть. Размер. Ну просто размер Может быть, туда что-то блока. заливать, оно застывает, и горшок. там Оно не потом совсем снимается. Облепить глиной, облепить глиной. Это как в папье-маше. Сейчас помощь брать будем. Помощь будете брать? Даже не если не предлагают, нам же ничего не мешает спросить. Да, Итак. господин ведущий, я бы хотела попросить клуб предложить свои идеи. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. Свечки. Что сыр? Почему сыр? Форма типа с дырками, не знаю. Она там внутри есть еще что-то. А там пористая внутри? Нет? Да, мягкий внутри. Что-то, непонятно. Фильтрация, фильтрация. А фильтр молоко фильтровать действительно. Итак, Алена, я ничего не слышал, кто что сказал, поэтому даже не могу соучаствовать. Ну, Что вам подсказали? Вот мне просто давайте я вам расскажу, что нам подсказали. Нам подсказали свечи, нам подсказали фильтры, а дальше немножко... Что при изготовлении фильтров Ну, да, ну, например, фильтров для там морса, что-нибудь такое. старинному финскому рецепту. Я согласна, что старинный финский фильтр звучит немножко странно. Вот, еще нам предлагали изготовление сыра. И что вы, это кто предлагал? Это предлагала команда Белозерова. Я надеюсь, что это был Ким Галачан. Но, по-моему, он говорил свечи. Нет, свечи. Итак, и что вы выбираете? Ну, давайте мы предположим, что каким-то образом с помощью осиных гнезд изготавливали сыр. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Белозеров, вы там, вас в качестве свидетеля можно привлечь? Да, господин ведущий. Чья это версия была? Ну, наверное, господина Галачана, да. Господина Галачана. Осиное гнездо на ощупь напоминает бумагу. Материал гнезда дышит. В старину финские хозяйки использовали пустые осиные гнезда в качестве формы, когда делали, откроем черный ящик, домашний сыр. Госпожа Коваша, ну как-то странно. Вы молоко, масло сказали на первой секунде и ушли от этого далеко-далеко. У нас, возможно, слишком богатая фантазия. Надо будет ее немножечко присмирить. Ну, хозяйки, они вообще, у них молоко и пшеница, какие Кто про фильтры сказал? Вот мне просто интересно, кто Точно это? не Ким Галачан. Не Ким Галачан. Ну, захочет, человек признается. 3-1. А телезрительница Анна Филимонова из Санкт-Петербурга получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. 5-й раунд. Господин Ершов, ну как-то нервно, да? Начало нервное, на ваш взгляд. Да нет, нормально. С Галачаном поспокойней. С Галачаном хорошо. Скажите, извините, скажите, Павел, а что вот первый вопрос упустили, 13-й сектор как-то вот, из-за чего это происходит? Это что, вот у вас же как тенденция, Сестрорецк, начало вы проигрываете, если я правильно помню. Ну что же поделать, если капитан любит 0-3? Делаем. Вы выполняете желание Алены.
Итак, в Сестрорецкой против вас играет инженер Мария Зверева. Внимание, съемки. Посмотрите, перед вами рисунки художника Ричарда Сарджента. Рассмотрите их. Внимание, вопрос. Кому не видно, можно на экране посмотреть. Чем вызвана реакция фотографа на рисунки, часть которого мы от вас скрыли? Что-то это фейспалм, да? Да, Что-то не да. то какая-нибудь там, что-то... Наверху тоже есть. отреагировал на то, что Мальчик не то сделал. Давайте, что мы видим? Он говорит, сейчас вылетит птичка, а там наверху птичка. И он, условно говоря, убирает ее, чтобы он смотрел туда, куда Он испуганный. Да. Нет, смотрите, он говорит, Последовательно. Он говорит, улыбайся, потом хватается за голову, а потом мальчик стоит. Возможно, он забыл снять просто эту штуку. Смотрит, он показывает, смотрите, как он на него. Нет, объектив открытый в начале и в конце. Нет, смотрите, мальчик переживает, фотограф его пытается расслабить, потом фотограф типа, ой, я забыл. Да, смотрите, а в конце мальчик сильно расстроен. То есть он сначала То же самое, испуган, что и а в потом начале. настроен. Там такой же, Нет, по-моему. другой. Посмотри внимательнее. Первый и такой последний. же. И чем что вызвало реакцию фотографа? Фотограф на что-то Да, реагирует. он говорит, улыбнись, смайл, чиз. Зубов у него нет. Отлично, нет. вот, нет Он зубов. улыбнулся, зубов нет. И по-прежнему не улыбается. Отлично, нет зубов, хорошо. И что, и потом не Это улыбается? карикатура, да, и он не улыбается. Итак, кто отвечает? Хорошо, ответит отец Виталий Погорелов. Виталий Погорелов. Да. Что-то у вас в ответственные моменты сегодня к вам все обращаются, да, Виталий? Я потом расскажу историю буквально. Мы считаем, что мальчик вот в этой части картины улыбнулся, и фотограф увидел, что у него нет зубов. И он обратно позировал уже с закрытым ртом. Я просто позавчера пришел домой и увидел, что у сына нет еще одного зуба, и очень удивился. Вот. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Повышева, вы не обратили внимания, но кто-то вас вернул, что первый и последний рисунок вообще одинаковые. Да, мне показалось, что он там чуть-чуть от испуга перешел в печаль, но меня У мальчика серьезный вид, фотограф просит его улыбнуться, но в итоге отказывается от этой цели, потому что, посмотрите на экран, у мальчика нет передних зубов, и он не улыбается в итоге. 3-2. Виталий Погорелов приносит второе очко для своей команды. Уважаемые телезрители, по окончании этой игры Андрей Тимонов определит лучшего знатока и вручит ему хрустальный атом, традиционный приз госкорпорации «Росатом». Андрей, в команде Алены Повышевой есть и не очень опытные игроки, но и опытный капитан, а также явный лидер, который сегодня шутит все время, Дмитрий Авдеенко. На его счету 11 хрустальных атомов. Как вам кажется, есть некий дисбаланс в игре из-за этого? Давайте, господин ведущий, я вам немножко про чуть менее опытных игроков расскажу на примере. Вот ученые атомной промышленности, которые в этом году отмечает 80 лет, отличаются изобретательностью и нестандартным мышлением. Так, Михаил Александрович Леонтович, изобретатель теории, разработчик теории термоядерного синтеза, мечты всего человечества о бесконечной энергии, в случае, если он упирался в научную проблему, прибегал к услугам своего хорошего товарища, водопроводчика Василия. Он его вызывал, приглашал к себе домой, рассказывал ему о своих изысканиях. В конце этого разговора Василий предлагал свои варианты решения. Понятно, что Василий не был физиком, но у него был богатый жизненный практический опыт, и в целом он говорил какую-то околонаучную чепуху. Но, как говорил Михаил Александрович, иногда для прорывных научных идей требуются иногда бредовые мысли. И он в конце дня 99% наговоренного убирал, и из 1% делал зачем большое открытие. Так, наверное, и не сильно опытные игроки, даже если они говорят неправильные ответы, но своим активным обсуждением подталкивают более опытных игроков в правильном направлении. Вот в этом их, собственно, главная задача. Андрей, спасибо вам. А мы продолжаем игру, 6-й раунд. Господин Авдеенко, вы что сегодня такой веселый? Как-то не настроены на серьезную игру, по-моему, нет? Я себя совсем по-другому ощущаю. Да? А ну расскажите как. Я не знаю, я какой-то подавленный и угрюмый. Ну, внутри так ощущается.
Вы на кого-то обижаетесь? Да нет, слушайте, мне все упущенные вопросы просто жалко. Сейчас. Вы знаете, я вам советую сходить на консультацию к Виталию Погорелову. Вот он говорит, что никогда не обижается. Да? Я Виталий, не обижаюсь. Простите. А знаете почему, Виталий, вы обижаетесь на себя? Вы сказали, я обижаюсь на себя, правильно? И на себя не обижайтесь. Знаете почему? Рецепт Виталия. Я для себя, кстати, подчеркнул. Интересная мысль. Вы перебили меня опять. Виталий говорит, что если человек хочет вас обидеть, так не делайте ему приятное. А если не хочет, так что обижаться? Он же не хотел вас обидеть. Поэтому вы и на себя, Дмитрий, не обижайтесь. Договорились. Против вас играет дизайнер Дарья Алдухова из Брянска. Посмотрите на экран. Этот тренажер высотой около 2 метров поможет в отработке определенного навыка. А инвентарь, который позволит продемонстрировать этот навык, находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что у нас за кулисами? Часы не может быть. Смотрите, там наверху 12, где 12, 11, 10, 9. Я понимаю. Стоит на земле, вот есть внутрь что-то. 2 метра, кольцо круглое, ты стоишь. Смотрите. Футбольные ворота сколько высотой? Кинуть молот куда-нибудь попасть. Там еще часы, смотри, как сейчас здесь. Так, парни, сядьте и обсуждайте, сидя, пожалуйста. Там циферблат нанесен. Один, два и так далее. Там Все это циферблат. как-то Смотрите, вращается. Это как корзина сюда, баскетбольная, только сюда вселиться на можно другую сюда. сторону. Человек там явно стоит, Да, правильно? стоит 2 метра. Возможно, держится за эту рамку. Как-нибудь. Окей, как его? Давайте спорт. Бьем молот бросать. То есть он тренирует равновесие. Что поможет тренировать, что покажет равновесие. Боулинг, когда ты кидаешь. Вот он вынесет и покажет, что он держит равновесие. Вот эта штука вертикальная, что такое? Она сзади закреплена. Может, футбольный мяч, действительно, может, это вратарь какой-нибудь. Почему круглый? Где Девятка круглый где? снаряд? Футбольная девятка. Не как 9 Девятка в углах. Это не получается. Там Ну, нет, там футбольный мяч 10, 1, 12, ответим. 1, 2. То есть это реально часы. Ну, это Сверху как нужно часы? Не, ну это А как? снизу нет ничего. Итак, кто отвечает? Сергей Кашников. Сергей, прошу вас. До этой игры вы не отвечали ни разу. Сегодня Алена решила взяться за вас. В 2018 году отвечал. Было дело. Мы думаем, что это тренажер для отработки навыка футбольного вратаря, а за кулисами футбольный мяч. Я правильно понимаю, что ворота все-таки прямоугольные? Да, ворота прямоугольные, но работать с мячом... А вот здесь мне очень интересно, госпожа Полушева, а почему вы не разрешили вставать? Потому что вот господин Погорелов, по-моему, попытался встать, даже там кто-то крикнул «молот», что-то такое. Ведь инвентарь же нужен, да, вот. Ну, что с мячом? Ну, посмотрите на картинку еще раз. Ну, Сергей, что здесь с мячом сделаешь? А там какие были слова? Инвентарь позволит продемонстрировать навык. Отработка определенного навыка. Все верно. Но какой навык с круглыми воротами и мячом? Навык какой? Не выпускать из рук при определенных обстоятельствах, пригибаться. В зале есть версии? Я понимаю, что непростой вопрос. Господин Антохин. Питчер в бейсболе отбивать мяч. Ну, Они или не- бросать, да. Но то, что спортивный, это правильно. Господин Белозеров, нет? Ядро, может быть? Чтобы в нужное направление метать его. Ну хорошо, не буду вас мучить. Внимание, правильный ответ. Тренажер чуть выше человеческого роста. Господин Погорелов, ну вот встаньте. Представьте, перед вами, вот Алена не дала вам, перед вами вот такой почти как гонг. Только видите, он под углом, видите, он наклонен. Наклонен, что какое-то такое не очень прямое движение. Это Но молот. движение То, что ты показываешь, это молот. похожий, но молот вряд ли поможет. Сейчас, дайте, вы начинаете обсуждать, я не могу продвинуться. Так, тихо, все, слушаем ответ. Есть основание и обруч, закрепленные под определенным углом. Это тренажер, Виталий, садитесь, для игроков в гольф. У нас за кулисами, посмотрите, клюшка для гольфа. Тренажер помогает, посмотрите на экран. Вот это движение, чтобы оно такое, понимаете,
отрабатывать движения, отрабатывать правильные движения клюшкой. 4-2. Дарья Алдукова из Брянска получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, игры совистов сегодня заканчиваются, но не заканчивается летняя серия. Через неделю нас ждет игра 3 команд претендентов. В ней примут участие команда Дениса Элькиса, Дениса Теплякова, Дарины Сибуль и Константина Рудера. Уважаемые капитаны, возможность сыграть в осенней серии может получить лишь одна из ваших 3 команд. Господин Рудер, так кому повезет? Сильнейшему, очевидно, господин ведущий. А сильнейший кто? Это покажет игра через неделю. Госпожа Сибуль, кому повезет? Надеюсь, не Рудеру. Господин Тепляков, ну вы фартовый человек, в принципе, да? Очень хочется, чтобы повезло нам. Но через неделю узнаем. 7-й раунд. Господин ведущий, если вы позволите, я вам отвечу на ваш вопрос, почему я просила команду сесть. Давайте. Потому что мне кажется, что когда что-то есть на экране, на это надо посмотреть, но обсуждать уже нужно на уровне стола. Потому что все, Я что с вами согласен, но происходит здесь, наверху, может оно быть, такое. исключение было, что 2-метровый тренажер представить проще стоя. То, что мог остаться стоять один 2-метровый Виталий и делать какие-то движения, это, конечно, было бы полезно, я думаю. Иванова. Против вас играет предприниматель Светлана Пугачева из Иваново. Господин Погорелов, в прошлом году в Москве проходила выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма». Внимание, коза. Покажите с 2 сторон эту козу и дайте подержать Олесю Мухину, он все равно стоит, скучает. Держите, Олесь. Можете так, можете перевернуть. Как вам удобно. Господин Погорелов, подобное приспособление под названием «Коза» было одним из экспонатов упомянутой выставки. Приспособлением таким активно пользовались в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. Предназначалось оно для предметов, один из которых находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там и зачем нужна была коза? Досрочный ответ ответит Дмитрий Авдеенко. Досрочный ответ Дмитрий Авдеенко. Прошу, Дмитрий. Мне проще будет, наверное, показать. Смотрите, мне кажется, что вот эти штуки, они удобно на плечи ложатся. Значит, здесь удобно переносить груз. Если речь идет о строительстве, значит, там что-то типа кирпичей или блоков. Вот так вот было удобно носить. Ваш ответ понятен. Постойте пока так. А теперь, внимание, правильный ответ. Носили козу на спине, а складывали на нее, посмотрите, кирпичи. Вот так это было. Посмотрите на экран. Дмитрий, только ничего не разбейте. Господин Бакалов, заберите это приспособление. Козоносцы могли носить по 50 кирпичей. Дмитрий, вы бы смогли так? Смогли бы 50 кирпичей донести? А сколько каждый весит-то? Ну, почти 100 килограмм будет. 100 не потяну. 4-3. Хотя с козой... Дмитрий Авдеенко приносит команде 3-е очко и дополнительную минуту на размышление. 8-й раунд. Паш, сколько взять? Скажу. Хорошо. Молчание. Господин Авдеенко, сейчас вы закончите медитировать. Все, энергия прошла. Дмитрий, скажите, вы сталкивались с таким приспособлением или прям по ходу смекнули, в чем дело? Я представил, я вам объяснил все. Я представил, что эту штуку удобно на плечи цеплять
Строительство? То есть, ну, простой ответ. То есть не знали, Нет. сообразили. Пушкин. Нет, спасибо Мухину, хорошо показывал. Господин Мухин, спасибо вам большое. Самое главное, вы должны Дмитрия поблагодарить за то, что вам не пришлось минуту его держать. Поверьте мне, так оно и было, да. Господин Авдеенко, согласно одному древнекитайскому мифу, когда-то люди одержали победу над злыми духами. В результате духи оказались в заточении и были обречены во всем подражать людям. Внимание, вопрос. Где же заточили духов? Досрочный ответ, господин. Еще один досрочный. Так. И еще один Дмитрий Авдеенко. Еще один Дмитрий Авдеенко. Я снова могу показать. Речь идет о зеркале. Ну-ка давайте посмотрим. Мой двойник, который во всем мне подражает, заточен в зеркале. Согласно мифу, люди заточили духов в зеркалах. 4-4. Дмитрий Авдеенко сравнивает счет, и у вас 2 минуты на обсуждение. Ну что, господин Гиязов, пора перерывчик сделать, да? Обязательно. Как-то пошло у них очень активно. Реклама на Первом канале. 4. Сравняли знатоки. Господин Карпин, ну что, кого-то в сборную вы сегодня присмотрели? Да, я сегодня даже, наверное, не только в сборную посмотрел, даже, наверное, капитана нашли для сборной. И это Дмитрий Авдеенко, естественно. Ну, с капитаном немножко другая история. Нет, капитан сборной. Можно быть здесь капитаном, а в сборной быть не капитаном. Ну, и наоборот. Понятно. И наоборот. Вот, а еще хотел сказать, что завтра стартует в Баку, стартует первый за 3 года турнир UFC. А компания BetBoom, соответственно, является официальным партнером турниров UFC и в России, и в СНГ. Так что смотрим UFC вместе с компанией BetBoom. Благодарю вас, Валерий. 9-й раунд. Уважаемые телезрители, кстати, если у вас есть идея хорошего вопроса, достойного юбилейного сезона, а может быть даже финала года, я вам настоятельно рекомендую не тянуть. Адреса перед вами. Жду ваших вопросов. Господин ведущий, я бы хотел дополнительно замотивировать телезрителей. Там какая-то дискуссия идет. В общем, тех, чьи вопросы попадут в финал года, ждут очень приятные неожиданности. Ну, те, кто выиграет финал года, вы имеете в виду? Да. Ну, те, кто просто попадут, для них будет приятной неожиданностью, что они туда попали. В принципе, всех. Итак, Кокшетау. Против вас играет учитель начальных классов Ирина Бака. Город Кокшетау. Вопрос снят, господин Гиязов, самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! У казахского народа есть обычай называть возраст мальчика с 10 лет возрастом ягненка, коссы-жасы. Ведь в 10 лет ему доверяют следить за ягнятами. Возраст с 13 до 20 лет называют возрастом овцы, кой-жасы. В этом возрасте уже доверяют пасти овец. С 25 до 40 лет возраст лошади, жилкы-жасы. Хорошо заботиться о лошадях удается далеко не всем. И уж совсем немногие соответствуют названию возраста, который наступает после 40. Уважаемые знатоки, а как переводится на русский язык этот возраст? Назвала это возраст? Нет. Больше 40. Больше 40. За людьми. За людьми, она учитель еще. Учитель начальных классов. Учитель начальных классов. Я ждал, когда собственные дети появятся. Да. Внуки, если типа 40. Может быть, чужие учитель, дети. просто учитель. Да, что ты... На Востоке уважительно учителя обращаются. Животных нету никаких больше. Немногих удается. Все, это есть. Если нам это
казахское слово что-то бы дало. Какое-то казахское слово, которое у нас тоже используется. Внуки это не... Редкость в том, что через поколение уже. 40 лет уже внуки. За родителями следить не надо. И там Не сказано у очень мало всех, кто. мало кому. За лошадьми все. Мало кто, это, знаете, это же не про физический возраст, как Кому-то будто доверяют, это про, ну, доверяют типа, ягнят, ментальный. лошадей, овец, Кто еще а там детей есть? доверяют не всем. Давайте, кто еще там Это есть? есть. Мне нравится. Речной кто-то, озерная Если рыба. тебе 40 лет, у тебя родителям 60, значит за родителями. А у нас на картинке только А почему не многие? Казахстан и Все учитель. должны же. Все должны следить за родителями, а здесь как будто Итак. мудрость твою. Ваше решение, вы будете отвечать или возьмете дополнительную минуту? У вас их 2. Мы бы, наверное, почему бы и не взять дополнительную минуту, тем более прекрасный вопрос, посмотрели бы еще раз его, послушали внимательно. Итак, господин Гиязов, одну дополнительную минуту мы сейчас у них Обнуляйтесь. отберем. И слушайте Осталась внимательно. одна. Внимание на экран. Что-то пропускаем. Здравствуйте, уважаемые знатоки! У казахского народа есть обычай называть возраст мальчика с 10 лет возрастом ягненка, коссы-жасы. Ведь в 10 лет ему доверяют следить за ягнятами. Возраст с 13 до 20 лет называют возрастом овцы, кой-жасы. В этом возрасте уже доверяют пасти овец. С 25 до 40 лет возраст лошади, жилкы-жасы. Хорошо заботиться о лошадях удается далеко не всем. И уж совсем немногие соответствуют названию возраста, который наступает после 40. Уважаемые знатоки, а как переводится на русский язык этот возраст? Мужчина, это мальчик именно. Про мальчиков. Воспитывают, наверное, женщины. Немногие справляются. Кто там есть? Немногие Интерес. справляются. За селом следить. Как будто нам про После мальчиков 40 уже поздно. Так, мальчики после 40, они что? Вот мужчина после 40, о ком он должен заботиться? что там, река, если- озеро? За общиной в целом. Даже лошади не За районом. Она Типа стоит- полководец какой-то. Смотрите, она стоит в степи, На там, берегу. условно, берег, озеро, там, или река и дерево. Граница, Мне может кажется, быть, не за важно. границей Может какой-нибудь. быть, За не рыбой, важно. птицей. политический какой-то мэр, там, глава. То есть там А речь идет о доверии. Если это Мало. государственный человек, о народе. Доверяют, и человек справляется. Но Может, вообще все какой-нибудь, стадо, вообще стадо. Совсем Если все немногие, стадо, то это паства. Это может быть совсем религиозное. немногие соответствуют Да, может, возрасту духовный после лидер. 40. Духовный Ну или как это государственный? сказать? Паства? Народ? Паства или народ это государственный. Может быть Паства религиозный. духовный, я вряд ли понимаю. это что-то религиозное. Я бы не сказала про религию, да, скорее вот... Ну, а тогда кто у нас? Родители остались и Итак, народ. кто отвечает? Все-таки учитель. Мне кажется, что мне надо отвечать, Прошу, Алена, попробуйте. хоть я и не мальчик, но почти 40-летний. Нам кажется, что совсем немногие, соответствуя возрасту после 40, переводятся на русский как вождь. 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 Объясните, пожалуйста, вашу логику. То А, есть там за ягнятами, то есть учитель уже поздно. Это кто подсказывает все время? Учитель. Авдеенко? Авдеенко. Поздно, господин Авдеенко. Надо бы у вас 2 минуты было. Госпожа Полышева, вот логику объясните, и, пожалуйста, больше никто не разговаривает. Объясню, но я уже все равно ответ не поменяю. Логику, то есть там, Логика. значит, в Логика этом такая, возрасте... что, Да, извините. Вот чем меньше человек, тем меньше ответственность на него за животных. Вот он за животными маленькими, потом за животными большими присмотрел, научился уже с совсем большими животными обращаться, и теперь он может вести за собой людей, то есть он может позаботиться о людях. То есть люди. Конечно. И дальше Дмитрий предлагает за людьми учителя следят. Это как будто бы такая же логика, но вождь, он чуть-чуть более объемный. То есть вождь там, племени, народа, он заботится не только об учениках, он заботится и о взрослых людях тоже. То есть это человек, который, государственный Понятно. человек, который вот он заботится о Возраст народе. вождя. Внимание, правильный ответ теперь. Внимание на экран. 40-летний возраст называли возрастом царей, падша-жасы, Да. так как именно в этом возрасте многие начинали управлять народом, становились известными, Кого приобретали показывают, славу я не пойму. благодаря своей мудрости, мужеству и красноречию.
Госпожу Повышеву покажите. Госпожа Повышева, это был героический поступок. Вы взяли ответственность на себя. Получается вождь. Господин Авдеенко, вы взрослый человек. В возрасте правителей находитесь. За вами учителя следят, что ли? У меня немножко другая логика была. 5-4 в пользу знатоков. Десятый раунд. Госпожа Повышева, конечно, командам совистов сложнее. У вас нет права на ошибку. И надо брать не только вопросы, которые сами плывут вам в руки, которые были до того, но и что-то тащить. Вот вы сейчас потащили. Вот Никита Старун Суперблиц потащил, его команда выиграла. Команда Элькиса ничего не потащила, проиграла. Вот вы сейчас потащили, но все-таки я вам советую не расслабляться. И вам еще надо постараться ответить на следующий вопрос, потому что если вы не ответите, Алена, то дальше, скорее всего, будет финал, как у Старуна. Тюмень. Но у нас хороший город. Против вас играет геолог Бери Тюмень. Роман Калугин из Тюмени. Послушайте. Ключицы сутуля, крыла разбросав, парят на ходулях степей паруса, и сохнут на срубах, висят на горбах рубахи из луба, порты короба. Внимание, вопрос. Что так описал Борис Пастернак? Стихотворение перед вами. Это похоже на корабли какие-то, да? Но паруса уже есть. Верблюды, караван. Паруса Степей, вам не кажется, что Так, это смотрите. Корабль, пустыня, верблюд. Березы. Давайте попробуем свизуализировать. Спокойно, у нас 2 минуты. Ребята, смотрите. Ключицы сутуля, крыла разбросав. Нет, там да? что тогда караван? Парят на ходулях, Это степей чего делают? паруса. Смотрите, это лыка. Или вот это Горбы. Города, которые... Из чего на горбе вот на скальпе? Типа целина Я не знаю, верблюды плохо, там горбы Караван. уже есть. А на что еще? Хорошо, караван, допустим. Может, паутина Что ты какая-то? спрашиваешь? Еще раз. Послушайте, Виталий, я не понимаю, что... Из дерева собирают вот эти Что? корабля. Что у них на гербах? На горбах? На горбах, верблюдов? да. А если просто река сверху, вот самолета вид примерно. Хотя это установка. Что еще раз? Река по степи сверху вид такой. Это то, из чего делают. Вот это все делают из в степи древесины, есть из бересты? бересты. Сохнут на срубах. А паутина вам не нравится? Итак, Послушаем сейчас, еще раз подумаем. прошу. Господин ведущий, ну у нас есть еще 1 минута, насколько я помню. Есть. Я очень надеюсь, что она нам не пригодится, если мы придумаем что-нибудь Вам надо, хорошее. чтобы я с выражением прочитал? Если можно. Да? Ну хорошо. Вам не могу отказать. Ключицы сутуля, крыла разбросав, парят на ходулях степей паруса, и сохнут на срубах, висят на горбах рубахи из луба, порты короба. Смотрите, порты... Что описал Борис Пастернак? Квадратные штаны, Квадратные условно, и штаны. над ними рубахи. Луп это что? Лубина или Кора. Из чего лапти делают? Вот, смотрите, из коры Лукошко делают из них сверху тоже. что-то, а внизу штаны короба. Хлопок. Может, что-то собирают, Колючки, реально какие-то... грибы. Может, это слушайте, не степь, а лес? корзины. А если это юрты? Да, это может быть не А если степь. юрта? Это может быть Юрта? вообще не степь. Допустим, юрта, но если... Ходули, как вот эти Как будто шестые. эти журавли идут вот Юрты так. может. Юрты красиво, кстати. Юрты давайте. Слушайте, Если если это вот- корзинка и что-то реально собирают. Да, вы хорошо, думаете, смотри, они что? вот так зоб- Если это Красиво, хлопок, мне вот, то есть он коробочка, которая на А Пастернак был в на среде? ходуле, Сохнут. да, и все, что из них делают. Порты короба, Я не штаны в помню. виде Паша Пастернак был вместилища. в Азии в средней? Ну, он мог просто Хорошо, вообразить. забудьте. Если корзинки, реально корзинки что-то собирают, типа хлопка или Ну, на юрту корзиночки прям очень хлопка. хорошо. Корзинка, Ключицы, сутуля, вот это вот. Ну, Это вот жерди, это жерди. хочется реально какой-то клош. Вот Да, хочется... Должна быть юрта. Итак, кто давай- отвечает на этот очень непростой вопрос? Давайте Дмитрий Авдеенко попробуем.
Дмитрий, прошу вас. Нам кажется, что так Пастернак описал юрту. Юрту. А теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, ну вот вы представили какое-то строение. Да, ходули, ключицы сутулиные. Сама юрта как парус в степи. А паруса-то что? Почему степи и паруса? И крыла разбросав. Ну, флаги, может быть, надо. Какое еще строение в степи? Кроме юрты. Мельница. Какое? Мельница. Мельница. Теперь, внимание, правильный ответ. Да, короба. Объясните, в чем вы так раздосадованы? Ну, квадратные вот эти лопасти, как раз порты короба. Порты короба. Это стихотворение Бориса Пастернака о мельницах. 5-5. $100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Роман Калугин из Тюмени. Как надо, так и будет. Все хорошо. 11-й раунд. Господин Авдеенко, ну обидно, потому что уже строение придумали. Придумали, но осталось чуть-чуть приложить. Да. Очарование света, так бывает, ничего страшного. Ну, не было бы ничего страшного, если бы мы не посмотрим с вами на стол. Но ему не обязательно выпадать. Не обязательно. Не обязательно ему выпадать челя. Нет. Суперблиц. Давайте, кто хочет. 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый. Играет один знаток. Кто остается за столом? Дмитрий Авдеенко. Уважаемые телезрители, компания Бэтбум учредила приз для знатока, который выиграет Суперблиц последним в этом сезоне. Пока главный претендент на этот приз Никита Старун, который выиграл Суперблиц тоже при счете 5-5. Господин Авдеенко, внимание, вопрос первый. Для меня это дурная привычка, как для других грызть ногти. Лариса Рыжкова из Кургана спрашивает, о чем так сказал Пабло Пикассо? Дмитрий, прошу. Постоянно делать какие-то наброски. Как вот он там на салфетке голуби мира нарисовал. Сидел, рисовал. Не грыз ногти, а рисовал. Теперь, внимание, правильный ответ. Так Пабло Пикассо сказал о рисовании. Продолжаем Суперблиц. Внимание, вопрос второй. Александр Курилкин из Москвы интересуется, о чем писатель Эрих Мария Ремарк сказал: это самая старая колыбельная на земле. Прошу вас, Дмитрий. Самая старая колыбельная на земле. Да. К сожалению, кроме стука сердца матери, который прижимает ребенка, я ничего больше не придумал. А теперь, внимание, правильный ответ. Дмитрий, в эти дни в Москве это просто как вам Дождь, подсказка господи! была такая.
Самая обидно. старая колыбельная в мире, по мнению Ремарка, это «Дождь». 6-5 в пользу телезрителей. Счет 6-5 в пользу телезрителей. Команда Алены Полушевой, к сожалению, терпит поражение. Мне остается поблагодарить вас за эту игру. Вот имена телезрителей-победителей. По 100 тысяч рублей получат Маргарита Ядрушкина из Самары, вопрос о редакторе. Денис Мухаметов из Всеволожска, вопрос о банановых столбах. Александр Ленев из Красноярска, вопрос из 13-го сектора. Кстати, была у вас версия здесь. Дарья Алдухова из Брянска, вопрос о Кольфе, ну здесь далеко было. Роман Калугин из Тюмени, вопрос о мельнице. И, наконец, Александр Курилкин, вопрос о колыбельной. Господин Тимонов, кто получит «Хрустальный атом» сегодня? Господин ведущий, я напомню, что «Хрустальный атом» дается не только за самую результативную игру, но и за лидерские качества. Я думаю, что Алена Полушева сегодня это лучше будет. Господин Тимонов, ну Алена еще и взяла на себя ответственность и, по сути, сама ответила на очень трудный вопрос. Господин Гиязов, кому достанется приз за лучший вопрос этой игры? Вы знаете, сегодня лучшим вопросом станет вопрос, который проиграл знатокам, но при этом как проиграл, да, за 2 минуты. Это будет вопрос о царе или о вожде. И автор этого вопроса получит дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Ирина Бака из города Кокшетау. Уважаемые телезрители, через неделю в нашем клубе состоится очень необычная игра. Не знаю, что из этого получится, но такого вы точно никогда не видели. Жду вас в пятницу, 27 июня на Первом канале, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо вам за игру. Госпожа Полушева, Алена, ну что-то Волчок с вами сегодня сделал, потому что вот я знаю вопросы, там лежат 2-0 в вашу пользу. Я думаю, что он сделал нас сильнее, господин ведущий. Практически уверен в этом.